U-Gears — это шедевры, которые покорили весь мир. Из набора вырезанных лазером деревянных деталей можно собрать сейф с кодом, винтажный спорткар или целую трамвайную линию. Механизмы работают как настоящие, а процесс сборки завораживает и дарит незабываемые ощущения. Все модели собираются без клея, только точнейшие деревянные детали и капелька магии. U-Gears — подарок, которому любой мужчина обрадуется, как в детстве. С 21 по 30 ноября U-Gears проводит распродажу. Получить свой купон на скидку и посмотреть полный список живых конструкторов можно по ссылке в описании. Всем привет! Это новая предфинальная часть по постройке багги, где я установлю на него все недостающие части, а именно второе сиденье, подножки и глушители фары. В предыдущей части я отремонтировал переходную муфту и сделал тест-драйв, от которого абсолютно весь багги покрылся толстым слоем грязи. Чтобы начать работу, нужно смыть всю грязь. Мойки высокого давления у меня нет, и я просто помыл его обычной тряпкой. Слой грязи был настолько большой, что пришлось счищать его шпателем. Хорошо, что на корпусе только грунт, его не жалко поцарапать. Отмыть багги не составило большого труда, грязь легко смылась. В повседневной эксплуатации мыть багги досконально большого смысла нет, а мне нужно, так как все части будут окрашены в свои цвета. Удобно, что ремни легко снимаются, мыл их отдельно в ведре. Еще заметил, что оторвало верхнее крепление двигателя. Конечно, оно было на прихватке, но все равно это место сильно нагружено и принимает большую часть вибрации от двигателя. После того, как отмыл багги, стал устанавливать пассажирское сиденье. Оно абсолютно такое же, как и у водителя. Кресло не получится установить из-за трубы, на которой крепятся ремни безопасности. Придется ее отпилить и перенести крепление в другое место. Кронштейны для него сделал аналогичные креплению водительского кресла. Сначала сделал верхний кронштейн и приварил его к раме. Затем сделал нижнее крепление с таким расчетом, чтобы можно было легко вытащить коробку передач. После окончательной подгонки просверлил в креплениях отверстия и прикрутил кресло к раме. Не знаю, насколько удобно будет сидеть на нем во время езды, но на месте сидеть довольно-таки комфортно. Далее нужно будет сделать подножки, которые будут находиться над коробкой. По этой причине они должны быть съемные. Для этого я приварил к раме короткие трубки с двух сторон, а на подножке вырезал сегмент для этих труб. Просверлил насквозь отверстие и стянул болтом. Таким же образом сделал вторую перекладину. На этих трубах должны быть накладки в виде мятых пластин. Их я сделал из 2-мм листа металла. Загнул бортик и просверлил в каждый по 6 отверстий коронкой по металлу. Немного деформировав края, приварил их к трубам. После подножек установил на раму стоп-сигнал от мотоцикла. Он будет работать в режиме габаритного огня. Установил его на вырезанную для него пластину, которую приварил к раме. Затем под стоп-сигналом приварил площадку под номер. Еще пока делаю заднюю часть, решил сразу поменять глушитель. Купил банку, подходящую по форме, вместе с коленом. Судя по размеру колена, скорее всего, глушитель ставился на мопеды. Крепление оказалось таким же, как и у двигателя. Наверное, повезло, ну или все китайские фланцы стандартизированы.
Отпилил от колена входной и выходной фланцы. Вместо тонкой трубы к ним будет приварена труба с внутренним диаметром 29 мм, что немногим больше, чем выходное отверстие цилиндра. Глушитель будет стоять в этом месте, так как сзади для него попросту нет места, и он там будет висеть слишком низко. Варил колено прямо по месту на прихватке, потом снял и проварил все окончательно. Попробовал завести двигатель с этим глушителем. Пропускная способность его небольшая, и выхлопные газы давило из всех щелей. Снял глушитель и попробовал без него. Звук, конечно, оказался хороший, и на газ двигатель реагировал лучше. Не стал мучить двигатель мопедным глушителем и все-таки решил доработать глушитель почти под прямоточный. Высверлил с корпуса заклепки и снял с глушителя алюминиевый кожух. Срезал выходной патрубок и также убрал входную трубу. Центральную перегородку выжег сваркой. Входную трубу сделал перфорированной и приварил ее к крышке. После всех процедур собрал глушитель в обратном порядке и установил его на свое место. Закрепил банку на корпусе с помощью хомута, который шел в комплекте. С задней частью баги закончил и перешел к передней. Начал с головной оптики, которую буду делать из светодиодных противотуманных фар. Они не такие дорогие, и даже корпус в них сделан из пластика. Чтобы повторить корпус оригинальных фар, взял переходник для вентиляционных труб и обычный цветочный горшок. Для ободка фары с переходника вырезал сегмент 125 мм. От горшка отрезал дно немного с запасом под корректировку размера. Вот такой корпус должен получиться в итоге. Удобно, что фара идет сразу с кронштейном, но его нужно будет укоротить на пару сантиметров. После подрезки вставил кронштейн в корпус и прикрутил его к задней стенке. С помощью этих же болтов фара будет крепиться к раме. Закрепил на кронштейне фару и проклеил корпус, чтобы он не болтался. Вырезал кольцо из ПВХ-пластика и приклеил его к ободку, а уже ободок приклеил к основному корпусу. Таким образом получились фары, похожие на оригинал. Самодельный пластиковый корпус является всего лишь декорацией и не несет никакой нагрузки. Через пластины приварил фары к раме и подключил к ним провода, которые идут в комплекте. Проверил работу фар от бортового аккумулятора. Я так и не понял, что это за коробка, которая была на проводке с фарами. Сразу скажу, что это не кнопка и не предохранитель. Если кто-то знает, что это, пишите в комментарии. Фары будет включать тумблер на панели приборов. Осталась еще одна деталь, которую нужно сделать. В игровой модели она держит передние стойки и выполняет роль кронштейна. Сначала сделал шаблон из бумаги, приклеил его на 2-мм лист металла и обвел карандашом. По линии из листа вырезал деталь болгаркой. Согнул заготовку по форме обтекателя. Примерил ее к корпусу и просверлил отверстие под верхние болты стоек. Затем просверлил отверстие для крепления к обтекателю. Выпилил в распорке окна болгаркой с использованием дрели. В конечном итоге получилась такая же деталь, как и в игре.
На этом видео подходит к концу. Финальная часть багги, скорее всего, выйдет через неделю, где я все разберу и покрашу. А также расскажу, сколько стоит построить такой багги. Всем спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки и делиться этим видео, это помогает развитию канала. Всем удачи и увидимся уже в финальной части по постройке багги.